Привет! Меня зовут Янина, и я основатель проекта «Каратели Беларуси», который срывает маски с садистов на службе у Лукашенко. И сегодня я хочу поговорить о людях, которые не просто заморали руки в крови, они измазались в ней полностью. 11 ноября группа преступников, в число которых входила пресс-секретарша пересидента Наталья Эйсмонт и нынешний сенатор лукашистского парламента Дмитрий Басков, под прикрытием карательных спецподразделений напали на двор перемен в Минске. В ходе нападения ими был цинично убит простой белорусский парень Роман Бондаренко, который вышел из своего дома, чтобы сделать им замечание, без какого-либо оружия. Благодаря жителям двора, которые фиксировали нападение на видео, инцидент приобрел широкую огласку. Высказался и узурпатор. Выложили это все. Он был пьяным. Конечно, его взяли и повезли в этот отдел. Этому начали вторить и так называемый Следственный комитет. Почему-то в лукашистском государстве считают, что если человек был пьяным, его можно безнаказанно убивать. Это подтверждает и недавний случай с Дмитрием Усхоповым, который не пережил визита в РУВД в новогоднюю ночь, и которого государство немедленно стало поливать грязью. Так или иначе, но правда про Бондаренко всплыла быстро. На Тутбае вышла статья журналистки Екатерины Борисевич, которая, опираясь на документы, предоставленные врачом Артемом Сорокиным, доказала: Роман Бондаренко был полностью трезв. Журналистку и врача задержали, и некоторое время было вообще непонятно, чего от них хотят. Но вскоре на телеканале СТВ вышло так называемое расследование Григория Озаренко, первого в нашем сегодняшнем списке. Не глядя на внешнюю приверженность к христианству, в этом видео Озаренок без предположений и эмоций нарушил 9-ю заповедь: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Он полил грязь не только на убитого Бондаренко, но и на его семью. Карательные структуры предоставили Озаренку запись прослушек разговоров родственников Романа, которые он вставил в свой сюжет, предварительно хорошенько смонтировав и вырвав из контекста, о чем позже сказали сами родственники. Многие могут подумать, что Озаренок просто дурачок, который просто верит всему, что говорит ему его кумир Лукашенко, что, кстати, тоже противоречит христианству. Смотрите 2-ю заповедь. Но вскоре стало ясно, что все он прекрасно понимал. Просто свояками Бондаренки подобно і не спрабаваў звязвацца. Вашай увазе эксклюзіўныя кадры. На іх Рыгор Азаронок ужо не такі упэўнены, як на папярэднім відэа. То есть Озаренок осознанно врал, причем не ради каких-то гешефтов. Квартиры и деньги его не интересуют. Он до сих пор живет с родителями по улице Слободская в Минске и отлично себя чувствует. Он пошел на это из банального тщеславия. В его семье культивируется узурпатор, а сам Озаренок парень аутированный, но восторженный. Идеальный кандидат для того, чтобы стать пугалом и говорящей головой, который кинется на амбразуру за «будь здоров», за банальное внимание со стороны взрослых дядек и за мнимое чувство своей причастности к чему-то, на его взгляд, важному. То, что Озаренка просто используют, не скрывают и другие государевы люди. Вот мальчика и поставили рассказывать про Бондаренко, потому что даже другие государственные медиадеятели понимали, это полный провал и не хотели брать на себя такую ответственность. А Озаренок из дурости взял. И за это ему еще придется ответить, потому что дурость не освобождает от ответственности, как и прокурорские погоны. Как тебе на это ответить? А вот этот дядечка, в отличие от простодушного дурачка Озаренка, совершенно не брезгует мирскими благами. Помимо клеветы в адрес Романа Бондаренко и возбуждения уголовного дела против Борисевича Сорокина, заместитель генерального прокурора Геннадий Деско, про которого мы уже упоминали ранее, инициировал возбуждение уголовных дел против множества мирных протестующих, членов Координационного совета, активистов и блогеров. Должно быть, такое было условие за возвращение его к кормушке. В 2011 году Деско сняли с должности прокурора Витебской области. Однако через месяц все замяли и перевернули страницу. С одобрения узурпатора Деско вернули на должность прокурора Витебской области, а уже через год, в 2012 году, и вовсе забыли об дисциплинарных взысканиях, а диктатор наградил горе-прокурора медалью за безупречную службу. Впрочем, и сейчас Деско без наград не остался. В декабре 2020 года, буквально через пару дней после возбуждения уголовных дел на Борисевича Сорокина, Лукашенко удостоил Деско звания «Заслуженный юрист Беларуси». Но не только медали и звания в нашей стране даются за репрессии над неугодными режиму. За годы издевательства над правосудием в Беларуси Деско успел разжиться на 2 квартиры. В Минске по улице Алибегова и в Витебске по улице Чапаева. И еще на 2 машины, одна круче другой. Деско разъезжает на Audi A6 2011 года и на совсем новенькой Mazda CX-5 2020 года. Ну а если кто-то где-то напишет, что думает о Деско, тут же государевы люди вспоминают про законы и мораль и бегут защищать честь заслуженного юриста Беларуси. Потому что в лукашистской Беларуси одним можно безнаказанно убивать людей и лгать,
а другим нельзя даже написать правду. Кстати, судить Борисевич и Сорокина поставили профи в таких делах, и я имею в виду в делах лжесвидетельств, продажности и полной аморальности. Судья Светлана Бондаренко, однофамилица Романа по злой иронии судьбы, за десятилетие своей репрессивной практики присудила людям более чем 600 суток ареста и 15 тысяч рублей штрафов, а также вынесла обвинительные приговоры в 18 сфабрикованных уголовных делах. Теперь понимаете, каких прислужников Лукашенко бросил на людей, которые посмели сказать правду? Правда о романе Бондаренко была настолько неуместна в легенде режима о бытовом убийстве, что на журналистку и врача были спущены самые бесчеловечные псы режима. Чтобы не было никаких сомнений, что они засудят их, невзирая на все обратные факты и всю чувствительность данного дела. Худшее из худших. Но ведь и молодое поколение нужно растить и обмакивать в кровь, чтобы потом не соскочили. Такая роль выпала Людмиле Петровне Иваненко, экс-прокурор Заводского района Минска. Ранее она не засвечивалась в политических делах, а боролась с мошенниками от автобизнеса. Но, как говорится, партия сказала надо, комсомол ответил есть. Именно она выступила против фото- и видеосъемки и с ходатайством о том, чтобы суд из открытого перевести в закрытый, за что была награждена Лукашенко медалью за трудовые заслуги. Ну, а что же до самого покойного Романа Бондаренко? Не глядя на массу свидетельств о том, кто действительно причастен к его смерти, все та же Генеральная прокуратура приостановила рассмотрение дела, сославшись на невозможность найти убийц. Хотя все прекрасно знают, кто они, и они спокойно живут, планируют будущее, смеются и наслаждаются материальными благами и вседозволенностью, которые им гарантирует режим Лукашенко. А Бондаренко, оболганный и неотомщенный, лежит в холодной земле. И нет никаких гарантий, что завтра рядом с ним не лягу я, вы или ваши родные и близкие. Потому что пока в Беларуси не существует нормальной судебной системы, а звания и должности получают только самые аморальные и послушные режиму люди, никто из нас не застрахован стать жертвой рук силовиков или приближенных к верхам диктатуры избранных. Думаете, что вас это не затронет? Вспомните упомянутого выше Дмитрия Усхопова. Его вина была только в том, что ему не повезло встретить на улице патруль милиции, а как итог убийство, очернение памяти и издевательство над родными и друзьями. Увы, это наша реальность. Либо мы все будем новыми жертвами режима, либо режим однажды станет нашей жертвой, и этот ужас закончится. Оставим политические вопросы политикам. Я знаю только то, что Роман Бондаренко должен быть отомщен, и никак иначе. И этот ужас закончится. Спасибо, что посмотрели этот ролик, и до новых встреч. Живе Беларусь!